Пойдем скорее, а то привалит. Карлос, пойдем отсюда. Друзья, всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Сегодня с Карлосом топаем в землянку делать печку. Карлос сейчас держится рядом, далеко не отходит, потому что в прошлом походе он потерялся. Ну как потерялся? Его долго не было. Раньше он поначалу, как только начал ходить в лес, мог убегать надолго, потому что, ну, видимо, еще не сильно ориентировался, мог немного покружлять. Но потом с помощью носа и еще одного места нарисовал себе карты местности. Теперь быстро находит дорогу. В общем, раньше он мог убегать там на полчаса, на минут 40, потом догонял меня, ну, максимум на час. А в последнее время, ну, там 10-15 минут его может не быть, потом сразу догоняет, потому что он уже хорошо знает эту местность. А в этот раз, когда мы возвращались, ну, точнее, в прошлый раз из похода, я прождал его, ну, минут 40, наверное, на пенечке. Уже начал замерзать, кричал и голос сорвал. Нету его и все. А уже начало просто молниеносно очень быстро темнеть. А в сумерках в лесу не самое лучшее удовольствие находиться и искать дорогу домой. В общем, я начал выходить. Это уже было практически на выходе из леса, далеко от землянки. Вот. Вышел, ну, сразу успокаиваю вас, что он прибежал домой. Он прибежал аж на рассвете. Всю ночь он побегал. Не знаю, что его так заинтересовало. Где он так долго был. Полностью целый, невредимый, но не выспавшийся. Прибежал и целый день отсыпался. Немного перекусил и сразу спать. Теперь вот бегает постоянно рядом. Шуршит. Почти всю неделю шел небольшой дождь. Мне пришлось подождать пару дней, пока хотя бы немного просохнет, потому что в лесу еще более-менее по листьям можно передвигаться. А кое-где такие места, где грязь на ботинки налипает, идешь как будто на каблуках, становятся тяжеленные. В общем, и вообще скользко. И для меня травмоопасно. Вот, поэтому немного подождал пару дней. И вот мы уже почти у землянки. Еще одна веточка приземлилась прямо на тропинке. Вот она отломалась. Да, кроме того, что был дождик, был и очень сильный ветер, прямо ураганный. Попадало много деревьев. Вот сколько дров у меня будет теперь на зиму. Осталось сделать печку, чтобы их можно было использовать. Я совсем забыл, что взял с собой фотоловушку и не установил ее по дороге. Придется на обратном пути подыскать хорошее для нее место. Карлос, иди сюда, дай ухо поправлю. Иди сюда. О, все.
Интересно, какая теперь глубина возле помоста для рыбалки. Раньше была по шею, даже чуть глубже. Это у самой сижи. А там, где поплавки, ну там, наверное, метра 2 с копейками. А сейчас, наверное, по колено можно подойти. Сейчас хочу вспомнить и найти то место, где я в прошлый раз брал глину. Похоже, что вот здесь. Чтобы первым делом набрать глину, замочить ее, пусть она закисает. Ну и чтобы брать с одного места, потому что в прошлый раз я нашел более-менее неплохую пропорцию для раствора. В общем, хорошо держится. Пойдем, пойдем. Вперед, вперед. Бери палочку и тащи в печку. Дрова падают прямо в руки. По дороге собрал немного терна, сварю из него сейчас компотик. Вкусный. Совсем не терпкий. Просто как слива небольшая. Карлос, ты такой не ешь. Пошли. Замерз уже. Пошли. Посмотрим, что тут. Опа. О, заскочил сразу на кровать, на место. Сейчас налажу освещение и займусь печкой, пока не остыл с дороги. Потому что одет легко, на улице прохладно, около 0. Карлос, иди спать, иди отдыхай. Иди на место. Давай, давай, залазь на место. Все, ложись, отдыхай. Все, укрывайся и ложись. Все, спи, я пошел за водой. А что тебе не спится? Иди погрейся, полежи.
Взял вот такую вот кирочку, чтобы колоть кирпичи. А мастерок я не нашел. Вместо мастерка у меня будет вот такая лопатка. Еще мне говорили взять щетку, кисточку с длинной ворсой. Типа для затирки швов, я так понял. Или для, наверное, там, где начнет дымить, чтобы можно было замазать, растворить глину и замазать эти щели. Ну, пока я ее не брал. Особо там швы мне затирать для красоты не нужно, потому что печка ненадолго, всего на одну зиму, на несколько раз растопить. Ну, а там видно будет. Раствор замешал по-быстрому, долго не стал ждать, пока хорошенько все растворится, потому что требования у меня к нему небольшие. Он будет идти сюда как бетон вперемешку с камнями. Я думаю, что будет достаточно такого качества раствора.
Ну вот что-то начинает и вырисовываться. Первый рядок я уже положил. Пока раствор наберет прочности, я, наверное, сварю компотика из стерна. В принципе, я брал с собой продукты, чтобы приготовить обед. Но готовить, наверное, я не буду, потому что время очень быстро летит. А световой день очень короткий, поэтому обойдусь я без обеда, чтобы больше успеть. Очень бы хотелось в следующий раз приехать уже с ночевкой, чтобы можно было пользоваться с печкой. Ну, Карлос напоминает, что уже время обеденное, даже послеобеденное. И пора кушать. Поэтому сейчас покормлю Карлоса и поставлю варить компот. Я взял с собой газовую печечку, также для экономии времени, чтобы не тратить время на заготовку дров, разведение огня. Терпи, Карлос. Сейчас дам. Ставлю варить. Вот этот печка не очень удачная. Когда соединяю газовый баллон, сложно очень поймать момент, чтобы перестала бежать. Я вот не знаю, что так можно весь газ израсходовать, пока... Да что ж такое? Пока он успокоится. И то все равно. Все, замерз. Проверял, вроде и резиночка на месте, все как надо. Но вот чего-то не хочет нормально работать. Термоптик. Пропала. Как ее? Да, печечка, конечно, оказалась опасной. Так мог и баллон шарахнуть. Мне подсказали в комментариях, чтобы извлечь содержимое из такой баночки, нужно пробить внизу отверстие, чтобы поступал воздух и легко выходила консерва. Не знаю, в какой последовательности. Ну, сначала я открою. А теперь услышал. И теперь пробью отверстие. Одно отверстие уже есть. Сейчас пробью еще несколько. И покажу результат. Потому что я уже пробовал. Держи. В общем, это все ерунда. Примерно одинаково вытрушивается корм, что с цельной баночки, что с дырявой.
Карлос уже практически справился. Для него это на один зубок. Карлос, у тебя папа не бегемот был? Или может быть крокодил? Ой, кипит. Вкусный компот. Ты вечно голодный? Иди поспи. Иди отдыхай. Ну залазь. Залезь. Все. Ложись. Ложись. Компотик замечательный получился, кисленький, не терпкий совсем. Но рассиживаться нет времени. Скоро будет темнеть, поэтому нужно сделать, что успею. Постараюсь, конечно, закончить, но шансов мало, потому что, казалось бы, что там положить эту трубу. Вот если есть раствор, есть вода рядом, а так за глиной сходи, за водой сходи, за песком, которого нет, тоже сходи. В общем, что успею, то успею. Заходи, заходи.
Что ты зеваешь? Давай уже укрывайся и спать. Что-то Карлос потерял сноровку. Обычно он так лихо заворачивается в одеяло колбаской с головой и спит. Ему никакой холод не страшен. Но без одеяла он даже летом не спит без одеяла. В общем, процесс идет. Да, Карлосу хорошо, у него есть одеяло. А вот мне нельзя останавливаться, нужно быть все время в движении, чтобы не замерзнуть, потому что на улице прохладно, немногим более 0. Что я хотел сказать по поводу раствора. Конечно, тот раствор, который я колочу из вот этих вот ракушек, ну, очень он грубый, совсем не эластичный. Ну, как-то он, надеюсь, что он продержится это время, потому что печка до этого на нем работала и лежала. На вот этот раствор, который был на кирпичах, я вот удивляюсь. Вроде кирпичи старые, ну, возможно, их уже перекладывали не единожды. В общем, к чему я говорю. Тот раствор, который на них, он такой классный, такой эластичный. Я его просто разбавил, не без добавления ни ракушки, ни глины, ничего. И в нем уже содержится все, что нужно. И он, оказывается, при разведении водой снова становится эластичным, клейким. Вот. И настолько приятно с ним работать, что после него вот этим моим раствором уже намного хуже все получается. Все, Карлос укрылся. Табличка висит: до весны не будить. Сегодня у моего подписчика Владимира из Швеции день рождения. И его семья, а именно мама Ира, жена Лена и 4 его детей, Артур, Владимир, Виолетта и Алиса, поздравляют его с исполнением 42 лет. Я также присоединяюсь к поздравлениям. Желаю ему здоровья и счастья. Я вышел на улицу, чтобы замешать новую порцию раствора. И понял, что начало уже сереть на улице. Я посмотрел на часы. И времени светового остается около часа. А мне до дома топать, ну, как минимум 2,5 часа. В такую погоду, может быть, и дольше. В общем, а ночевать не вариант, потому что спальник я с собой не брал. И печка не готова. В общем, надо очень быстро собираться. И сегодня придется идти по ночному лесу, что мне не очень нравится. Очень быстро собрался. Сейчас нужно Карлоса позвать. Карлос, не хочется тебя будить, но нам пора идти. Карлос, давай вылазь, пойдем. Карлос, давай, просыпайся. Мы тут околеем. Сегодня не ночуем. Пойдем, скорей. Все, погнали. Так. Не дал Карлосу поспать. Так жалко было его будить. Сегодня вообще поход такой не спланированный как-то получился. Еду принес. Готовить некогда было. Несу обратно. Пилу тоже аккумуляторную тянул с собой. Тяну обратно. Карлос или никак не проснется, или видит, что уже темнеет и боится снова остаться наедине в темноте в лесу. Не отходит от меня. Или идет рядышком у ноги, или где-то дальше 3 метров не отбегает. Мне, если честно, самому не очень нравится в темноте идти по лесу. Пойдем. Карлсончик. Пока еще совсем не потемнело, буду, наверное, с вами прощаться. Потому что когда совсем стемнеет, мало того, что видно меня не будет, но и нужно смотреть, чтобы ветка в глаз не попала. Да и вообще направление искать в сторону дома. В общем, всем здоровья, мира и добра. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Если что-то интересное увижу в ночном лесу, то еще включусь. Пока-пока.